Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии снова спорят, кто и за что будет платить в ближайшие годы. Канцлер Фридрих Мерц в своем выступлении говорит о жесткой экономии и защите бюджета, а в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен, наоборот, требует больше денег на общеевропейские проекты. И это еще не все. В Германии неожиданно готовят правила, которые обяжут магазины и сервисы принимать наличные деньги везде. Одни считают, что это защита свободы выбора, другие же, что это шаг назад и удар по цифровой экономике. Такое новое решение затронет повседневные покупки миллионов людей в Германии и Европе. И напоследок, в Германии все чаще выясняется, что шоколадные конфеты в немецких супермаркетах уже не совсем шоколадные. Производители заменяют начинку более дешевыми кремами, чтобы сдержать рост цен. В итоге покупатели, то есть мы с вами, платим больше, а получаем хуже. И, к сожалению, это становится новой нормой для продуктовых полок в Германии и ЕС. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Фридрих Мерц выступил с правительственным заявлением по отношению к Германии и Соединенных Штатов Америки. В начале речи была та самая самостоятельность Германии и Европы. Мерц заявил, что Германия рассматривает США как союзника, а не как страну, решение которой нужно автоматически принимать. Этот тезис прозвучал на фоне заявлений Трампа о том, что Европа должна самостоятельно увеличивать расходы на собственные обязательства. Речь идет о конкретных цифрах. Сейчас Германия тратит, напомню, на оборону около 2% ВВП. В абсолютном значении это примерно 90 миллиардов евро в год. Если Соединенные Штаты Америки сократят свое участие в НАТО, нагрузка на немецкий бюджет может увеличиться. Здесь возникает первый практический вопрос. Эти средства могут быть выделены либо из бюджета, либо за счет заимствований, либо за счет пересмотра социальных программ. И здесь самое главное, что в речи Мерца не прозвучало, за счет чего именно Германия будет финансировать рост оборонных расходов. Второй момент касается экономики. Соединенные Штаты Америки уже вводили торговые пошлины против европейских товаров в период первого президентства Дональда Трампа. Тогда ограничения затронули немецкие автомобили, сталь и алюминий. Если такие меры вернутся, это может повлиять на занятость в Германии. Мерц не объяснил, какие инструменты у Берлина есть для защиты экспорта и промышленности. На этом фоне позиция Урсулы фон дер Ляйен выглядит более конкретной. Еврокомиссия уже заложила в планы расширение оборонного производства внутри ЕС и поддержку европейских концернов за счет субсидий. Это означает увеличение заказов для промышленного сектора и увеличение расходов для налогоплательщиков, то есть нас с вами. Эти решения уже оформляются в документах и бюджетах. Мерц же пока ограничился формулировками о партнерстве и равных отношениях, без пояснений, какие именно решения Германия готова принимать самостоятельно, а где она будет следовать линии Вашингтона. Если Германия идет к большей самостоятельности, это означает увеличение внутренней ответственности и расходов. Если Германия остается в привычной модели, тогда громкие слова не меняют реальность. Сейчас в речи Мерца этого выбора не прозвучало, мы с вами не услышали конкретики о возможных экономических последствиях, таких как изменение налоговой политики, социальных выплат или заимствований. Следующая новость одна из самых важных. В Германии в ближайшее время появится четкое правило. Магазины и предприятия обязаны принимать наличные деньги. Такое заявление сделал член правления Бундесбанка, подтвердив, что правительство и регуляторы готовят соответствующие требования. Речь идет о том, что люди часто сталкиваются с ситуацией, когда им отказывают в оплате наличными, особенно при крупных покупках в небольших магазинах, на рынках или в сервисах вроде химчисток и автомоек. Формально торговец действительно может предпочесть безналичную оплату, но покупатель при этом теряет выбор. Ведь не в каждом месте есть банковский терминал, не у всех есть карты, и иногда люди просто привыкли платить наличными. Согласно новому намерению регуляторов, отказ от наличной оплаты будет ограничен нормативными требованиями. Бундесбанк объясняет это так. Наличные остаются частью экономики, и исключать их из оборота нельзя. Потому что многие люди, например, пенсионеры, студенты, те, кто не пользуется банковскими картами, полагаются именно на наличные. Обещанная норма называется обязательством принимать наличные там, где они обычно принимаются. Конкретных деталей пока немного, но речь о том, что компании и торговые точки не смогут отказать клиентам, то есть нам с вами, которые хотят расплатиться наличными, если эта форма оплаты логична для данного бизнеса. Это касается покупок в магазинах, оплаты услуг и товаров наличными до определенной суммы, по аналогии существующей в ЕС практики ограничения больших наличных сделок. Однако член правления Бундесбанка подчеркнул, что такой отказ станет нарушением правил, и такие случаи будут предметом контроля со стороны регулирующих органов. В Германии этот шаг поддерживают те люди, которые ценят свободу выбора формы оплаты.
Пенсионеры, например, уже не раз жаловались, что банкоматы в провинциях закрываются, а в сельских магазинах часто просят карту или мобильный платеж вместо наличных. 75-летняя женщина Нижней Саксонии рассказывала, что уже несколько раз возвращалась домой, потому что магазин отказывался принять наличные за покупку продуктов, а заплатить картой она не могла из-за ограничений в своей банковской программе. С экономической точки зрения такой запрет на отказ от наличных может повлиять на малый бизнес. Например, пекарни, киоски на вокзалах и рынках придется обеспечить условия для приема наличных, даже если это дороже по ежедневной обработке. Это может означать больше времени на подсчет выручки, больше внимания к безопасности хранения денег, а значит дополнительные издержки. И все же решающим аргументом сторонников нормы является сохранение свободы потребителя. Люди не хотят быть вынуждены использовать безналичную оплату только из-за предпочтений бизнеса. Пока многие платежи переходят в цифровую сферу, наличные остаются важной частью повседневной жизни для определенных групп населения. Политики поделились разными мнениями. Фридрих Мерц выступил за то, чтобы государство сохраняло право людей выбирать форму оплаты. Он подчеркивает, что технологии должны служить людям, а не наоборот. В его выступлении упоминалось, что наличные – это часть личной свободы, и их нельзя вытеснять безальтернативно. Часть представителей Европейского Союза на уровне Урсулы фон дер Ляйен тоже высказывается в пользу сбалансированного подхода, то есть цифровые платежи удобны и нужны, но они не должны становиться единственным вариантом, особенно если это ущемляет права людей, которые по тем или иным причинам пользуются только наличными. Для нас с вами это означает, что наличные сохранятся в обращении, и оплата в супермаркетах сможет осуществляться разными способами. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. На полках немецких супермаркетов все чаще можно увидеть шоколадные конфеты с надписью «кремовая начинка», «пенка» или просто «внутри крем». Сейчас многие покупатели удивляются, вроде бы конфеты на вид как раньше, но на вкус совсем другая. Обычно шоколадная начинка, помните, которая раньше была плотной и насыщенной, все чаще заменяется на более мягкую, воздушную, сладкую субстанцию, которую производители называют кремом. Причина здесь в экономии производства. Напомню, что сырье для настоящей начиненной массы – это качественное какао-масло, шоколадная паста и орехи, которые стоят сегодня дорого. Когда цены на сырье растут, производителям приходится искать способы сдержать цену на уровне привычных 2-3 евро за пакетик, иначе покупатели попросту перестанут брать такие товары. В креме реального шоколада может быть существенно меньше, чем в старых рецептурах. В него добавляют дешевые эмулькаторы, растительное масло, не какао-масло, сахарные сиропы, стабилизаторы и ароматизаторы. Это позволяет создать текстуру, которая держит форму внутри шоколадной оболочки, долго не портится и не тает при транспортировке, но вкусовой профиль становится более плоским, а сладость более, искусственной. Проверка ингредиентов на упаковках показывает, что во многих кремах настоящего шоколада меньше, чем в наружной оболонке. Иногда на первых строках состава стоит растительный жир без указания какао-жира или эмулькаторы, которые заменяют намного более дорогой шоколадный компонент. Покупатели, которые привыкли к вкусовым, ореховым или сливочным начинкам десятилетней давности, замечают разницу, что конфеты кажутся более сладкими, иногда даже очень сладкими, но менее насыщенными по шоколадному вкусу. Приведу конкретный пример. Одна популярная марка пралине, не буду ее рекламировать, которую мы с вами покупали еще 5-7 лет назад, раньше содержала целые орехи и густую шоколадную пасту. Сегодня та же марка выпускает кремовые версии с добавлением дешевых жиров и сиропов, и это чтобы сохранить цену при росте затрат на сырье. И таким образом разница ощущается сразу, если сравнивать старые и новые партии. Эксперты связывают изменения с двумя факторами – ростом цен на какао и конкуренцией на рынке сладостей. Какао-бобы сильно дорожали в последний сезон из-за погодных условий в странах-производителей и логистических сложностей. Производители шоколада вынуждены оптимизировать издержки, при этом сохраняя внешний вид продукции. Начинка – это один из таких компонентов. В социальных сетях люди пишут, что теперь приходится смотреть на состав, а не на картинку. Кстати, это напоминает ситуацию с готовыми салатами или импортными фруктами, где внешний вид, я вам рассказывал, и цена сохраняется, а качество внутри становится более компромиссным. С политической точки зрения эту тему тоже обсуждают. Фридрих Мерц в одном из своих интервью говорил о том, что продуктовые стандарты в Германии и Европе должны отражать не только безопасность, но и прозрачность качества. По его мнению, производители должны четко обозначить, что именно внутри, чтобы покупатели могли делать осознанный выбор. Чтобы выбрать качественный продукт, нужно смотреть именно на состав, где настоящие шоколадные ингредиенты обычно стоят в начале списка, а не растительные жиры и сиропы.
Так что, когда вы берете следующую коробку конфет, важно здесь учитывать, что состав может отличаться от традиционного рецепта из-за технологических изменений, и, конечно же, вкус будет под стать цене, то есть сладкий или очень сладкий, простой, но менее насыщенный, чем тот, который многие из нас с вами помните с детства. На этом пока все. Спасибо за просмотр.